Всем привет, с вами как всегда Агарис, добро пожаловать на мой канал, и это очередное видео из серии обзоров модификаций для игры Spin Tires Mud Runner. И сегодня это автомобиль ЯАЗ-214. Ребят, ну сами знаете, больше в историческую часть ухожу, чем в обзор модификации. Но вот данная модификация, на ней я еще не катался, на стримах вы видели, то есть смотрю именно ее здесь. Есть определенные неточности, я нашел исторические. Есть определенные, скажем так, плюсы. Первое, что я могу вам сказать, данная модификация, в принципе, основана на 255-м, который у нас есть в игре, и обладает проходимостью именно дефолтной. Итак, смотрим вид сверху, мы смотрим, как у нас работают карданы. Карданы вращаются, все правильно, три кардана. Если так вот посмотреть на переднюю, на заднюю ось, плюс четвертый кардан у нас анимированный на переднюю ось, которая у нас отключалась. Тоже смотрим про анимацию, все работает, все прекрасно. Кстати, да, это очередной автомобиль-прародитель. Как мы видим, анимация поворотных тяг тоже есть, собственно. Что еще хотелось бы отметить? Вот... Первая неточность. Шины. Шины стоят у нас, знаете, арочные. Все-таки как у 255-го. То есть, прошу прощения за то есть, опять же. Вообще, по идее, стояли просто шины низкого давления. Сейчас вы могли видеть медведя на капоте, на которого я специально, в принципе, обратил внимание. Это отличие именно язовской модели. Язы все имели именно медведей на капоте, и это прямо ценилось. Сейчас я вот показал вам вид снизу под рамой и сверху сейчас показываю. Это, скажем так, небольшой акцент на историческую неточность. У Яза 214 там находилась горизонтальная лебедка с выводом троса вперед и назад длиною 55 метров. Теперь немножко по кабине. Ну, сама кабина, как всегда, аскетичная в советских грузовиках, но приборочка сделана достаточно неплохо, хотя не хватает, вот мне, по крайней мере, в зоне обзора рычагов раздатки и КПП. Вот. А в целом мод получился достаточно приятный в том плане, что он не обладает гиперпроходимостью, но визуально очень хорошо выглядит. Даже вот банально вот этот крашеный белый бампер, он придает определенной такой антуражности. По аддонам. Из своих аддонов он имеет только вот такую вот защиту, которая ставится у нас на крышу и добавляет нам 40 литров топлива и энное количество очков ремонта. К сожалению, вылетело из башки сколько, потому что записываю аудио я сейчас отдельно от видео. Остальные аддоны, в принципе, это набор стандартных аддонов, стандартных прицепов. Единственное, что у данного автомобиля, например, Ажна 2 топливных, не прицеп, точнее, а топливных бочки. Одна побольше, одна поменьше. Ее можно установить что зелененькую, что рыженькую. Если бы об этом, конечно, говорили девушки, то отличие было бы зелененькое и рыженькое. На самом деле отличие только в количестве топлива, по-моему, на 200 литров. Но я решил поэкспериментировать и по полигону покататься на автомобиле. Сначала думал взять топливную бочку и топливный прицеп, но вместе вышло 3000 литров. А потом я посмотрел, что полуприцеп у нас все-таки имеет объем 3700 литров. И в итоге я все-таки взял седло и взял топливный полуприцеп, заправил его и поехал кататься. Дальше вы увидите, собственно, пока я буду рассказывать историческую часть определенную, вы увидите, где он и как проезжает, где не проезжает, где тонет, где получает урон. Ребята, он проезжает далеко не везде. С этим полуприцепом он очень часто вязнет и в гору много где на самом деле не тянет. Забыл показать вам количество точек зацепа. У самого автомобиля их 5, и если мы подцепляем полуприцеп, еще 3 у нас добавляется. На этом, в принципе, по самой модификации все, как я и говорю, неточность вот такая вот была, и неточность по колесам. У реального ЯЗа 214 колеса были уже, а у раннего так вообще были двухскатки. Но об этом сейчас мы переходим, собственно, к
исторической части, и об этом мы с вами, ребят, поговорим именно в исторической части, где я постараюсь вам что-то рассказать про данный автомобиль. К сожалению, почему-то информации про него очень мало, и во всех источниках очень сильно она разнится. Я постарался скомпилировать, но сегодня, скорее всего, такого долгого рассказа, как был в прошлый раз, например, про ГАЗ-63П, про джип, не получится. Ну и все, переходим к историческому обзору. Ребят, как вы знаете, Ярославский автомобильный завод послужил в итоге донором, даже не донором, наверное, родителем нескольких советских заводов, таких как МАЗ и впоследствии КРАЗ. МАЗ у нас родился из модели, скажем так, из-за передачи, в частности, модели ЯЗ-200, 500-я серия, 200-я серия МАЗа, это 500-е МАЗы, 200-е МАЗы. В принципе, мы катались на них на стримах, и вы их видели, вы их знаете, потому что про них я узнал, скажем так, что они есть в Модранере от вас. Вы попросили покататься, кто-то из вас предложил, точнее, покататься не попросил, предложил. Я покатался, и что-то мне они прям понравились тоже. И впоследствии, вот был ЯЗ-200, военным понадобился трехосный автомобиль. И на базе ЯЗ-200 был создан ЯЗ-210. Вот. ЯЗ-214 являлся логическим, скажем так, продолжением именно ЯЗа-210, но получился такой переходной переходной машиной, не переходным автомобилем, переходной моделью между вот поколением 210-х, грубо говоря, и более современными автомобилями. В частности, благодаря своему двигателю, который потом ставился уже на ЯЗ-219, о котором, я надеюсь, мы позже с вами поговорим. Собственно, и разрабатываться он начал, точнее, уже были прототипы в 1951 году, которые были созданы на базе как раз ЯЗ-210 с кабиной от ЯЗ-210. Задние колеса были на тот момент двускатные. Но, как вы понимаете, в Советском Союзе все было не так просто. И даже удачную модель запустить сразу же в производство не всегда получалось. Так вот, ЯЗ-214 дошел до серийного производства только к 1956 году. Сразу же скажу, собирался он именно на ЯЗе с 56 по 59 годы. Было собрано 1265 автомобилей, с учетом, кстати, прототипов. После этого в 1959 году данная модель была передана на Кременчугский завод. Появился КРАЗ-214 до 1963 года. И с 1963 года, насколько я помню, КРАЗ-214Б он назывался. Это была модифицированная версия старого доброго ЯЗа-214. И с капота на КРАЗе пропал, соответственно, медведь язовский, который прямо вот водители очень и очень сильно любили. Я просто акцентирую именно, знаете, на таких слегка фетишистских штучках для водителей. Но это интересный факт. То есть вот эта вот мелочь в виде вроде бы как бы медведя на капоте, и она давала свой какой-то антураж. Его любили, его ценили. И вот был определенный фетиш иметь вот этого медведя на капоте. Теперь давайте по-быстрому перейдем к техническим характеристикам. Поговорим про тех характеристики данного автомобиля. И дальше уже перейдем, собственно, к истории автомобиля. Сильно по истории создания, по истории автомобиля информации не нашел. Много источников, многие перепечатывают одно и то же. Из трех основных, собственно, книг. В основном, кстати, по истории военной техники. И поэтому очень мало точных деталей про данный автомобиль, к сожалению, в открытом доступе в сети. Итак, годы производства данного автомобиля с 56 по 67, притом много где пишут, что в Кременчуге только производился, и именно КРАЗ-214, хотя началось все именно с Ярославского автозавода. В 57 году КРАЗа-то еще, по сути-то, и не было, ребят, если уж на то пошло. Итак, это тяжелый автомобиль, тяжелый внедорожный автомобиль колесной формулой 6х6. Имел он у нас двухтактный дизельный мотор ЯЗ-206Б. Современный на тот момент мотор, но при этом копия GM-овского
дизеля частично, но имевшие новые форсунки, новые форсунки. И на тот момент был очень неплохой, кстати, дизелек. Объем данного дизеля составлял 7 литров. Он был рядный 6-цилиндровый. Мощность данного двигателя составляла 205 лошадиных сил при 2000 оборотов в минуту. При этом крутящий момент, сейчас, например, для дизеля объемом 7 литров будет очень смешной. Момент 765 ньютонометров при 1300 оборотов в минуту. На данный момент это такой, знаете, достаточно смешной момент для дизелей с таким объемом, потому что сейчас даже бензиновые моторы, вот, например, от Nissan Patrol VK56, есть такой двигатель, имеющий мощность 405 лошадиных сил и крутящий момент в 560 ньютонометров. При этом двигатель V9X дизельный, который ставился и на Mercedes, и на Renault, и на Nissan, и на определенные V-образная шестерка объемом 3 литра имеет крутящий момент на 1600, по-моему, оборотах, насколько я помню, в размере 550 ньютонометров момента. Сравните просто 550, здесь 765, но с 7 литров, то есть в 2 с лишним раза больше объемчик-то. Как я и говорил, 6-цилиндровый двигатель дизельный, соответственно, да, и опять же двухтактный. Любили в то время двухтактные дизеля, к сожалению. И все минусы двухтактных дизелей, в принципе, те же самые, что у МАЗа. Любили уходить иногда в разнос, повышенный расход масла, не сильно высокая относительно надежность и дымность данного двигателя, плюс шум, соответственно. Комплектовался данный автомобиль пятиступенчатой коробкой переключения передач, механической, соответственно, с понижающим рядом. Собственно, первая пониженная передача, если говорить, 2.13, вторая повышенная передача 1.07 передаточное число. Вот. Отличия раздаточной коробки и особенности раздаточной коробки и, скажем так, ходовой части. Раздаточная коробка могла отключать передний мост. То есть передний мост был отключаемый. Никаких проходных редукторов на тот момент. 2 отдельных кардана на каждый из задних мостов. При этом между мостами не было дифференциала. То есть вот такая вот особенность. Почему не сделали? Очень просто. Потому что данная коробка была и раздатка освоена еще в 1951 году, ребята. Передний мост, переднюю главную передачу взяли вообще от 150-го ЗИСа еще. Ребят, вот такая вот дела от 151-го, скорее всего, точнее. Везде написано 150-й, я думаю, что все-таки это 151-й был. Хотя бы 151-й ЗИС. Итак, задние не стали менять раздатку тоже, и коробку там раздаточную не стали менять. Оставили хорошо работает, надежно, пусть будет. Задняя подвеска была у нас на балансирах. Для увеличения хода, притом очень большой ход колес был. Цифр, к сожалению, опять не указано нигде. Я искал, ребят, честное слово, искал, цифр не нашел. Передняя подвеска, соответственно, тоже не разрезной мост и на рессорах. Плюс еще гидравлические амортизаторы. Хотя гидравлические амортизаторы, по-моему, именно как амортизаторы, а там были стойкие. Запутался сам. Сам запутался. В общем, на переднем мосту рессоры плюс амортизаторы. Скажем вот так. Длина автомобиля была 8,5 метров. 8,57,5, если быть точнее. Ширина 2700. Высота 2880. Если кузов был тентованный, то 3180. Штатный тентованный кузов, опять же. Клиренс, ребят. Расстояние между самой нижней точки, между задними, то есть редукторами и землей, и передним редуктором и землей, то есть минимальная точка составляла 360 миллиметров. Это очень хороший показатель, это очень на самом деле для автомобиля много. Колесная база 4600 между передней осью и первой задней осью, и 1400 между задними осями.
Колея была идентичная, шины в итоге стали односкатные. Колея составляла 2030 миллиметров. Итак, как я и говорил, первые варианты, когда разрабатывали еще с ЯЗа 210, еще тогда не расширили кабину. То есть на первом варианте у нас была кабина от ЯЗа полностью, крылья от ЯЗа и в принципе задняя тележка практически полностью от 210 именно ЯЗа. Я имею в виду, что 210, а не 214. И имелись двухскатные колеса. Фотографии в принципе можно найти, если вам это станет интересно, в интернете. Я не стал их сюда вставлять, качать. Так как мы все-таки говорим изначально об игровой части, потом уже вот на базе игры я рассказываю немножечко про историю. Позже, соответственно, был вариант на арочных шинах, как у нас вот здесь, на широких именно арочных шинах. Но в итоге пошли достаточно узкие в серию шины низкого давления для улучшения проходимости. Максимальная скорость данного автомобиля составляла 55 км в час, масса 12 тонн 300 кг, объем топливных баков составлял 450 литров, что в принципе у нас даже в игре здесь указано. Максимальная грузоподъемность самого автомобиля 7000 кг, то есть 7-тонник он был, плюс мог буксировать прицеп в зависимости от того где, по внедорожью до 10 тонн. А вот по хорошим дорогам мог буксировать до 50 тонн. То есть, в частности, этот автомобиль в итоге-то работал и на аэродромах в качестве тягача самолетов. Расход топлива, ребят, вам относительно, я думаю, даже не относительно, а очень понравится расход топлива в данном автомобиле. И он составлял 70-130 литров на 100 километров. Мне кажется, ну, очень прикольный вариант в плане расхода топлива. Ну что ж, как я и говорил, две модели. Первая базовая ЯЗ-214, вторая как раз 214Б, которая уже пошла 62 года и отличалась тем, что уже стала 24-вольтовой и немножко модифицировали в данном случае мосты. Применение данного автомобиля было, то есть, достаточно разным, но основное применение все равно было военным. Итак, первое, что часто делали на базе данного автомобиля: понтонно-мостовой парк, тяжелый механизированный мост, то есть такие инженерные машины, экскаваторы, далее бортовой тягач для передвижения расчетов полевой и тяжелой артиллерии и пусковая установка тактических ракет ракетного комплекса 2К5 Коршун. Сама установка называлась 2П5 при этом. Вот такая вот интересная штука. В бортовом исполнении у нас была железный кузов, сваренный с высокими бортами 930 мм, по-моему, в высоту, решетчатыми. То есть обрешеточка деревянная была именно. Две скамьи на 18 человек экипажу, назовем это так. И также в кузове стояли два ящика для цепей противоскольжения и другого скарба, скажем так. Было специальное шасси 214 ША-7, по-моему, оно называлось. Вот и информации про это шасси, кроме того, что оно было специальным шасси с закрытым утепленным кузовом, оснащалось, имело дополнительную коробку отбора мощности, не только на лебедку коробка отбора мощности, то есть была коробка отбора мощности на лебедку, которая, как я и говорил, стояла под рамой. Рама была клепанная. Кстати, у ЯЗов была именно клепанная рама из хорошего такого швеллера. Лебедка была с горизонтальным барабаном, на ней был трос на 55 метров, вперед и назад он, собственно, у нас и кидался. Очень удобная штука на самом деле, универсальная лебедка вперед-назад, внизу. Ну, единственное, конечно, о чистоте экипажа никто на тот момент сильно и не думал запариваться по этому поводу. Так, дальше, что у нас еще есть?
интересного про данный автомобиль, ребятушки. А в принципе, на самом деле, ну что еще можно сказать? Сцепление сухое однодисковое. Вспомнил, о чем я еще вам, ребят, не сказал. А не сказал я вам еще о пневмоусилителе руля. И да, вы не ослышались. Усилитель руля именно пневматический. И отбирался воздух из тормозного, собственно, тракта. Так как тормоза точно так же были пневматические. Итак, в гражданском работал на лесоповалах, на аэродромах, в военном я, в принципе, рассказал, где работал, что было и как он оснащался. В принципе, были также тягачи сидельные, делались для транспортировки тяжелой техники. То есть, такие варианты этого автомобиля точно так же были. Ну и впоследствии из 214 вырос 255 КрАЗ, который был уже новым поколением данных автомобилей. И распрощался я в 1959 году с данной моделью, тем самым дав жизнь такому заводу, как КрАЗ, Кременчугский автозавод. На этом, наверное, все, что я хотел. Точнее, хотел бы я вам больше рассказать, честно. Но информации больше и шире я не нашел. Это скомпилированная отовсюду информация, потому что в целом каждый источник обладает очень малой толикой и очень сухой информацией по данному автомобилю. Вот так вот, почему-то с ЯЗом именно так. Даже про КрАЗ 214 мало информации. Хотя, в принципе, это одна машина. Можно было бы тогда с КрАЗа что-то взять. И очень сильно разнится информация. Где 56-й год начала серийного производства, где 57-й, где что модель исключительно на Кременчугском производилась. Но изначально все-таки это был именно Ярославский автозавод, Медведь, решетка радиатора с горизонтальными жалюзи на радиаторе. И вертикальная фальш-радиаторная решетка давала такой, знаете, на самом деле в жизни очень интересный рисунок, брутальный, как клетка такая, знаете. Ну, блин, у нас все к ГУЛАГу, видать, сводилось. Шучу. Но было очень брутально. Ну и сами понимаете, суровейший был на тот момент автомобиль. На этом я, наверное, буду все-таки завершаться. Если есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то предложения, вы хотите, чтобы я там на какой-то конкретный автомобиль, на какой-то конкретный мод сделал обзор, то, ребят, обязательно пишите. Пишите в комментариях, пишите в личку. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, рассказывать об этом видео в своих соцсетях своим друзьям, звать их тоже к нам, подписываться на мой Discord, если вы хотите, приходите в Discord, там можно спокойно пообщаться, вместе во что-то покатать. Я всегда ко всему открыт и с радостью всех, собственно, точнее, рад всех видеть. Вот так вот. На этом все. Лайкос, коммент, подписка. И до новых встреч. С вами, как всегда, был Агарис. На этом мои полномочия усё. До новых встреч. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all.